Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь. Всем привет! Демо-день финального босса 4 сезона, команда сбора. В качестве саппорта будем использовать Ацилию. Если нет Ацилии, можно вообще поставить Кэтрин. Тайминги сейчас я объясню, какие ставить. В случае с Ацилией тут у нас будет два варианта. Первый — это если у вас получилось собрать ускорение, чтобы цикл сделать 15 секунд, то ставим 15. Если не хватает, то ставим 30. И все они нормально живут. Вчера на стриме проверяли. Пачка живет вообще без проблем. Она выхиливает просто с боевого, поэтому проблем нет вообще никаких. Это касается, кстати, неустрашимости тоже. Кто там пишет, что у них пачка не стоит. Скорее всего, вы либо тайминги неправильно используете, либо я вообще не знаю что. Я ради примера даже покажу скрин. Подписчик скидывал, у него, по сути, вообще без пробуд герои. И стоит там вообще Кэтрин. Кэтрин, если что, здесь ставим 11,8 в случае с Кэтрин. И тайминг также 15. Но мы и ставим часы. И в рунах также ускорение. Все, тоже пачка стоит до конца без каких-либо проблем. Все, но в случае с сбором вот такой цикл мы выстраиваем. Сначала у нас Ларентиль, Глэдис, Алтон и потом Хуберг. Откаты мы не ставим вообще. Пусть они там стреляют. Также бил с Телендором, который... без пробуд, да. Получается, он соревнуется, по сути, с Хубергом, у которого 5 пробуд, и Телендор без пробуд, но с артефактом. Тут, в принципе, ничего не менял в таймингах, все абсолютно то же самое. Вот, понятное дело, что за счет характеристик, которые дает 5 пробуд, у Хуберга будет больше урона, но, тем не менее, если у вас, допустим, Хуберг меньше по пробудам, да, либо у вас есть Телендор, к примеру, там, второй пробуды, да, то я на 100% уверен, что он набьет уже больше. Скрины прилагаются, а также вот скрин, что я скидывал с Кэтрин, да, вот там Телендор, и в принципе со сборщиком слабеньким, 300 с копейкой набивает. Довольно-таки очень неплохо для такой команды. Вот, перейдем к экипировке. Ацилия у нас кукольники и шмотка на увеличение следующего ультимейта. Также у меня стоит рог. Опять-таки, если вам больше хочется, чтобы у вас цикл был 15 секунд, то можете, в принципе, поставить сюда посох на ускорение и, допустим, вещь на увеличение урона от щитов. Все, там какие-никакие щиты все равно всегда висят. Достаточно просто наличия щита, чтобы эта шмотка работала. Все, и также можете поставить цикл 15 секунд. Но я вас уверяю, что даже с циклом в 30 секунд все нормально стоит. Команда. Единственный плюс — это то, что у нас будет чуть-чуть чаще кукольник срабатывать с циклом 15. И команда по итогу сделает, может быть, где-то на 2 ультимейта больше. Поэтому да, конечно, лучше, когда цикл 15. Ларентиль у меня вот такой, куча атаки, но атаку я занижал специально, чтобы она не перегоняла, Хуберга. Чтобы сет, который вот следующий вам покажу на Алтоне, чтобы он бафал именно Хуберга. Все так, в принципе, ничего необычного. Вот, собственно, Хуберг такой, все в урон, на масс урон. Кстати, потом тоже вернемся к команде с Телендором, потому что там есть некоторые нюансы. Вот у нас такой вот Алтон. Алтону максимум этого ускорения. В ходе боя, вот при таком ускорении, получается, у меня еще не успевал даже заканчиваться разлом прошлый. Он уже кидал новый. Куча стаков пылкости постоянно висит. И, конечно же, если сравнивать его с эпиком, но, кстати, если Алтона нету, либо Алтон слабенький, то да. Вот этот эпик идеально тоже подойдет. Можем поставить его в разлом, все точно так же в те же шмотки. И вот такая вот у нас Глэдис. Тоже все крит урон. Единственное, что по крит урону, главное, чтобы не обгоняла Хуберга. Потому что это начинает ульта тупить, что попало делать, урон вообще падает. Вот тоже обращайте внимание. А так, в принципе, атака, крит урон и все, что связано. Кстати, вместо этой шмотки давал шмотку на пробив защиты. И за счет этого, кстати, урон особо-то и не поменялся. Вообще, вот точно-точно одинаковый урон вышел. То есть у нас ульта Хуберга меньше наносила, но сама Глэдис наносила уже урона больше вот этой ее сферы. И поэтому, в принципе, то на то и вышло. По поводу Телендора сейчас быстренько нюансы разберем. Первое, это тоже учитывайте, что по атаке-то он просел, потому что он у нас слабенький. И, соответственно, у меня, допустим, у Хуберга было атаки 7000 чем-то. Тут у меня уже стало 6. Соответственно, оленю я тоже занизил еще на 1000. Я вообще ему перчатку поставил на крит урон. Потому что перчатку на атаку мне пришлось убирать, чтобы на 1000 срезать атаку. Чтобы сет бафал именно Телендора. Также я сначала перекинул просто шмотки с Хуберга.
И вот топор я заменяю, потому что Телендор у нас не массовик. Хоть у него ульта и лупит по всей карте, она не считается как масс урона, она считается как по соло цели. И, соответственно, что мы делаем? Мы убираем топор, ставим кинжал, это раз. И не забываем про питомца, что тут мы используем уже не кота, а голема. Все, в таком случае урон начинает уже выравниваться и примерно бьет на уровне как пятый Хуберг точнее. На этом, в принципе, все, вроде все разобрались. Кому там что интересно, пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч, всем пока.